Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, открываем эту яркую и интересную осень, по-своему легкую, по-своему сложную, но от того, как пройдет сентябрь, будет зависеть именно осень для вас, дорогие весы. Знаю, что ждете осенние гороскопы, запаситесь немножко терпением. Осенние гороскопы выйдут сразу следом после сентябрьских. Ну а пока планируем сентябрь, месяц, в котором у весов уже будут случаться дни рождения, когда вы будете подводить итоги года и планировать свой новый персональный год. Ну что, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Я буду рассказывать, как сложится сентябрь для весов разных декад. И да, весы первой декады — это те, кто родился в сентябре, весы второй декады, кто родился с 1 по 10 октября, и весы третьей декады, кто родился с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Я бы так сказала, самые сильные, мощные весы, которые могут выдерживать очень сильные стрессовые ситуации. Да, ребят, но сейчас, забегая вперед, немножечко скажу, что этот сентябрь будет очень-очень и архиважен именно для весов первой декады. Да, ребят, просто потому что на вас очень классно повлияет и коридор затмений, и развороты планет. У нас, да, с самого начала сентября, 1 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран. Уран в Тельце и будет делать, я бы сказала, такой классный трин для весов первой декады. Что такое ретроградный Уран? Он уходит в ретроградное движение с 1 сентября и по 31 января 2025 года. То есть на 5 месяцев, дорогие мои весы, вы будете чувствовать, весы первой декады, чувствовать работу над ошибками в проектах будущего. То есть здесь очень классный аспект к вам для того, чтобы решить, что вы хотите делать со своим будущим. То есть у вас будет вся мотивация, воодушевление, сила, воли, действия, всего, чего вы хотите, всего того, чего вы запланируете, все то, в чем вы себе честно признаетесь. Тогда будет, да, сила и поддержка от этой планеты. Точно так же у нас по-прежнему идет в ретроградном движении Нептун. Нептун в последнем градусе Рыб, и поэтому делает оппозицию вот прям к тем весам, кто родился на стыке с девами. И эта история, сентябрьские весы, да, эта история как раз-таки про то, что если вы ничего не делаете со своей работой, да, не делаете со своей реализацией с начала сентября, тогда этот Нептун будет давать депрессию. Поэтому здесь, ребята, скажу так, что вот если мы не ускоряемся, не бежим вперед, да, не торопимся переделать все те дела, которые нам нужны для построения нашего будущего, потому что Уран — это планета, связанная с нашим будущим, не только с нашим, но и с людьми, которые нас окружают, то есть это глобальные коллективы, проекты, нацеленные на будущее, то тогда Нептун уводит в депрессивное состояние, в лень, в апатию, в разочарование. Поэтому здесь нужно ускориться. Это весы первой декады. Еще у нас 1 сентября Плутон возвращается в Козерога. Он возвращается в Козерога. И эта история тоже очень, я скажу, очень сильно, хорошо, приятно будет влиять как раз-таки на весов первой декады. И здесь, ребят, скажу так, ощущение строить бизнес, делать мощные дела, делать настолько что-то интересное, глобальное, связанное с деньгозарабатыванием, для своего продвижения, построения бизнеса, для того, чтобы наработать свои личные такие мощные, амбициозные, властные качества. Вот эта история как раз-таки для весов первой декады начинается с начала сентября. Если, конечно, вы не стали ее уже чувствовать в августе, самые вот такие интуитивные, с интуицией хорошие, раскачанные весы, тогда да. Но скажу, ребята, так. Сказка ложь, давнее намек. Здесь история про интуицию, она-то такая достаточно очень сильная. У нас сейчас Лилит находится в весах. И в сентябре Лилит будет именно вот раскачивать, я бы так сказала, все страхи весов первой декады.
И это про то, что нужно выходить из, ну, во-первых, своих страхов, из своих поражений, из тех моментов, в которых вы разочаровались, те моменты, которые не дают вам идти вперед, обиды, ссоры, ругательства в том числе. У нас еще и на начало сентября Венера находится тоже в весах, и 3 недели сентября Венера будет в весах, и эта история, ну, я скажу так, ребята, очень-очень важна с точки зрения любовных отношений тоже. У весов вообще в жизни, понимаете, не просто работа, бизнес, карьера, положение. Это же все идет для того, чтобы вот были классные отношения, партнерские отношения, любовь была хорошая, вот эти чувства, вот эти эмоции. И весам без этого очень сложно. Да? Весы всю жизнь балансируют между отношениями, работой, публичностью, своей реализацией. И снова отношения, и снова другая чаша весов. И вот здесь я скажу так, что если весы в начале этого сентября не начинают активно взаимодействовать, расти, двигаться вперед, особенно очень важна эта история для весов первой декады. Сейчас скажут, все, я говорю про весов только первой декады. Да нет, ребят, весы на самом-то деле третьей декады, здесь Плутон, который вошел в Козерога, будет вот прям, я бы сказала, штормить. То есть у вас включается история на почти 3 месяца. В 3-й неделе ноября Плутон выйдет из Козерога и отпустит, вот прям реально отпустит весов 3-й декады. Ну а пока эта история связана, вот все, что вы не доделали, все, что недоразрушилось, старое, нежизнеспособное, связано с работой, с профессиональной деятельностью, с продвижением, с работой, финансами, вот все то, что вас не трансформировало до конца, вот эта история будет вот разрушаться для того, чтобы построить и сделать из вас нечто большее, создать из вас такую личность. Это весы 3-й декады. Сейчас скажете, а почему у нас вот так вот все плохо? Ребят, не я придумала, вот хочу очень сильно сказать, что у вас все будет очень классно. Оно на самом деле будет классно, если вы сами будете из этого выходить, из того, что вы понимаете, что уже все это не приносит ни прибыль, ни радость, ни внутреннее удовлетворение, ни уважение себя, да. Если вы сами будете сознательно с этим прощаться, тогда будет хорошо. У вас будет и энергия, и эмоция на то, чтобы, я бы так сказала, вот это пережить хорошо. Но обычно на 3-й петле Плутона, когда мы самостоятельно не избавляемся от того, что нам мешает, да, это как вовремя не идти к стоматологу и ждать, пока вот оно вдруг само перестанет болеть, а оно не перестает болеть. Это вот примерно то же самое. И когда вот мы затягиваем, то 3-я финальная петля, она такая достаточно болезненная, да. И здесь, конечно же, но если вы решите сами отказаться от всего того, что тянет вас назад, тогда будет случаться достаточно на самом-то деле хорошо. Поэтому здесь у весов 3-й декады история, связана с Плутоном, это последняя история с Плутоном, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что последние несколько лет вот это те эмоции, которые заставляли трансформироваться, то есть даже связанные, я бы так сказала, с 2020 года, сложности и трудности именно у весов 3-й декады, то здесь эта история закончится, ребята, для вас уже в 2024. То есть 2025 год, весы 3-й декады, вы уже войдете совершенно с другим настроением, не будет вот этой жесткой трансформации, а будет наоборот ощущение того, что вы хотите что-то делать, что-то творить, нечто большее, нечто красивое, экстраординарное и то, что вас будет очень сильно радовать. Ну а пока, ребята, да, пока нужно вот проделать работу над ошибками, и начало сентября будет как раз-таки таким. Для того, чтобы вот сентябрь прошел хорошо, я же предлагаю все-таки, у нас будет новолуние. Новолуние будет 2-3 сентября. В западном полушарии это 2 сентября, в восточном это уже 3 сентября будет. Это у нас в ночь там уходит история. Поэтому, ребята, и 2 даты. У нас будет новолуние. Новолуние будет в Деве. Солнце на этот момент начнет сходиться в оппозиции с Сатурном. И я скажу так, ребят, что для весов как раз-таки 3-й декады эта история будет очень даже хорошая. То есть вам для того, чтобы преодолеть все свои трудности и сложности в этом сентябре, необходимо составить план действий, чего вы хотите от жизни, масштаб
вашей жизни, какой вы хотите видеть свою жизнь, да, и тогда получится очень даже хорошо. Девы второй и первой декады, здесь на вас новолуние будет, и естественно оно влияет на нас, на всех, особенно на тех, у кого очень сильна Луна в натальной карте. Для тех, конечно же, весов будет очень сильно влиять, особенно если есть Луна в каком-нибудь аспекте с Венерой, да, тогда здесь история однозначно будет очень эмоциональная. Почему говорю, что это новолуние очень важно с точки зрения планирования, да, жизни? И именно планирование на будущего, такого мощного, глобального, потому что у нас в этом сентябре коридор затмений. Коридор затмений начинается с 18 сентября, он начинается с полнолунием в Рыбах, где Луна будет в соединении с Нептуном, и эту историю очень сильно прочувствуют весы первой декады. И, ребят, скажу так, что коридор затмений будет достаточно эмоциональный. Закончится этот коридор затмений солнечным затмением в весах. Вы чувствуете, да, какой знак зодиака будет самый задействованный. Скажу так, что уже с начала сентября у нас начинают случаться, происходить все те моменты. Не просто, во-первых, у нас разворачиваются планеты, да, меняют свою позицию так достаточно с одного знака в другой, да, и это очень сильно влияет на весов, я бы так сказала. И здесь у нас еще с начала сентября Венера будет в соединении с южным кармическим узлом, который сейчас проходит по весам первой декады. И это все добро еще в соединении с Лилит. А Лилит — это всегда про страхи. Лилит у нас, вот вы помните, сейчас до конца марта 2025 будет находиться как раз-таки в весах. О чем эта история? Естественно, в прямом смысле для весов вообще этот год кармичный, 2024, да, потому что кармические узлы идут по вашей оси. И здесь про то, что когда еще Лилит, да, торчит на узлу, это как раз-таки про то, чтобы покопаться в своих страхах, переживаниях, болях, травмах, обидах и вот это вот все. Почему не идете вперед? Почему не развиваетесь в отношениях? Почему не доходите в отношениях до определенного уровня, не поднимаетесь на ступеньку выше? Почему не идете в реализацию себя как знака зодиака весы? А весы — это про публичность, про известность, про социальную реализацию, про партнерские отношения, неважно, в бизнесе они или в личной жизни, да. Весы — это знак зодиака, ваш управитель Венера, который в сентябре будет в весах, еще и в соединении с южным кармическим узлом. И не просто так, когда у нас начинается коридор затмений, с 18 сентября у нас Венера начинает съезжаться в оппозиции, в квадратуре с Плутоном. В квадратуре с Плутоном с 23 сентября Венера переходит в знак зодиака Скорпион. Вы чувствуете, да, насколько становится очень мощно развиваться эта динамичная история как раз-таки для весов. Поэтому здесь скажу так, ребят, сентябрь месяц задаст тон вообще в принципе того, как пройдет осень, да, это такой спойлер, но для того, чтобы максимально качественно пройти коридор затмений с 18 сентября по 2 октября, нужно вот первую половину месяца максимально честными быть собой. Не просто так у нас новолуние в Деве. Дева — это очень честный знак. То есть без прикрас. Весы — это тот знак зодиака, который любит вот лучше вот немножко вот мы подрисуем, сделаем красиво, и вот эту ложь где-то прикроем, да, вот, чтобы вот было красиво, да, вот где-нибудь себе приврем, чтобы вот было не так печально и страшно. Весы все-таки про это, да, чтобы вот была красивая обертка, а внутри уж можно рыдать. Вот скажу, что сентябрь — это как раз-таки, когда нужно оголить все свои страхи, слезы, переживания, обиды. И эта история про то, что нужно выходить за рамки своих страхов, понимать, что это всего лишь страхи, что они останавливают и держат на этом уровне, и вы не поднимаетесь и не идете вперед. Эта история связана с отношениями. Коридор затмений случается как раз-таки, когда у нас Солнце, грубо говоря, без 5 минут поменяет знак с Дев на Весов, да? То есть это вот такая история, достаточно мощная и эмоциональная. И
открывает у нас коридор затмений, это полнолуние. Полнолуние в рыбах. Это абсолютные эмоции, когда нам сложно держать себя в руках. Мы либо эмоционируем, либо в депрессивное состояние себя вгоняем, либо чувство вины, боли в себе делаем, создаем, либо раним близким. Поэтому здесь постарайтесь быть мудрыми в этот коридор затмений, потому что коридор затмений попадает как раз-таки на ваши дни рождения. И эта история не просто так такая, знаете, кармичная. Коридор затмений — это вообще, в принципе, кармичная история. Да? Этот коридор затмений будет очень сильно, я бы так сказала, отсвечивать события 2025 года, потому что у нас в марте 25 с 14 по 29 марта у нас будет следующий коридор затмений, тоже будет на убывающем лунном цикле, и там как раз-таки история будет очень похожая. Там у нас будет начнется в рыбах, закончится в Овне, а Овны — это прямая противоположность весов. Поэтому здесь, ребят, скажу так, необходимо, очень важно сейчас, дорогие весы, сделать вот именно внутреннюю работу над собой. При этом я скажу так, что все действия будут зависеть от вас. Потому что здесь Марс на период как раз-таки коридора затмений. В сентябре, конечно, в самом начале, когда вот эта история будет происходить, закручиваться месяц, у вас будет полное, абсолютное нежелание что-то делать, потому что здесь Марс будет в квадратурах кармическим узлам, и здесь захочется наоборот противостоять, все делать не так, делать не настолько, вот как требуют обстоятельства, как люди вас просят, да, делать наперекор захочется. Запаситесь мудростью на этот месяц, просто потому что уже вот пришла пора подниматься выше. И все те моменты, в которых мы стоим, не развиваемся, не идем в финансах выше, это потому что мы вот здесь в голове не можем себе соединить, не можем понять, что это всего лишь наши страхи, это всего лишь наши обиды. И вот здесь история, связанная в отношениях, когда мы не договариваем, когда мы мстим, когда мы манипулируем, потому что помните, что Венера у нас переходит в Скорпиона с 23 сентября, и это история про манипуляции, про то, чтобы как бы замять мнение партнера и сделать, как мне хочется. А здесь нужно, наоборот, очень мягко договориться, чтобы обоим было хорошо. И эта история такая достаточно, это история всей жизни весовской, вот быть дипломатом, быть в балансе, сохранять вот этот паритет, я бы так сказала, да, или пакт о ненападении. Поэтому здесь, дорогие весы, будьте мудры в этом сентябре для того, чтобы этот коридор затмений случился у вас плюс. Ваш же плюс, и все на самом-то деле получится, потому что здесь, и скажу так, что весы первой декады, невозможно как-то вот хорошо выйти из этого периода. Конечно, возможно, но при этом с мудростью. Если преодолеете, откажете от своих страхов, да, получится очень хорошо. У весов второй декады вот здесь мудрый Юпитер будет делать классный трин, который будет в прямом смысле говорить, что ну так ты давай, развивайся, поднимай свою планку, иди в развитие, нечто новое изучай, и будет хорошо. Весы третьей декады, вот отказывайся от старого, зачем ты несешь этот чемодан без ручки, уже может в пользу будущего и развития, уже начнем все сначала с чистого листа. Но если мы затягиваем, потом остается, вот я бы так сказала, такое выжатое поле в нашей душе, когда у нас забрали то, что мы не хотели, будь то бизнес, дело жизни или там отношения, которые разорвались, да, поэтому здесь, ребят, не дотягивайте до таких ситуаций, понимаете, что сентябрь требует от весов мудрости. Собственно, это обычная эмоция перед каждым днем рождения. Вот спроси любого человека перед днем рождения, и эта история всегда, когда мы подводим итог предыдущему году и составляем план на свой новый персональный год. Поэтому, дорогие весы, составляйте план на новый персональный год, доделывайте старые дела, понимаете, что какие-то проекты, дела и отношения себя уже изжили, и страхи себя уже тоже изжили. И это просто какие-то эмоции родом из далеко-далеко, а даже из детства, эмоции, которые вы не поняли. И уже с новым ощущением вступайте, я бы так сказала, в новый свой персональный год, и тогда 2025 будет гораздо гармоничным
И я бы так сказала, очень классно, потому что в проекте у меня для весов будет очень классно. Кто смотрел гороскоп на 25-й, отзовитесь. Кто не смотрел, посмотрите, в конце ролика обязательно прикреплю. Итак, ребят, вот такой будет неоднозначный сентябрь для весов. Скажу, что многое будет зависеть от ваших действий. Скажу, что у вас получится. Будете трудиться и стараться, и даже у весов третьей декады, к которой придет колбасить Плутон, у вас тоже получится. Но для этого вам нужно себя замотивировать и начать делать. Без действий ничего не получится. У весов первой декады отказываемся от страхов. Весы второй декады идем в развитие быстро, быстро, быстро и не тормозим. А весы первой декады, если вы хотите пойти вперед, то вот со страхами не получится получить тот самый масштаб, к которому вы стремитесь. Поэтому будьте честными перед собой в начале месяца, и тогда этот месяц будет классным, гораздо лучше, чем я, кстати, сказала. Я в вас верю, дорогие весы, я знаю, что вы найдете в себе баланс и тот самый мягкий, приятный, гармоничный путь для развития. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Если у вас свой персональный вопрос, жду вас на консультации или оставляйте вопросы под этим видео. Обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я вашу натальную карту ответила, посмотрела, а не кого-то другого, потому что общий гороскоп я вот уже рассказала. Ребят, увидимся с вами в следующем видео и классного вам сентября. Пока-пока.